Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. О чем она молчит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с другими. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Загадывайте женщину. Так. Ох, как вы обозлились. Вот знаете, вот почему-то вот мне хочется сразу сказать, что вы как будто вы получили вот новый урок, новый жизненный урок, и эта жизнь вас закалила. Вот те события, которые происходили в вашей жизни, они многому научили. У вас уже есть некоторый опыт, причем это опыт негативный. Вы научились и отстаивать себя, вы научились и защищаться, и бороться за свое. То есть очень-очень хороший урок вам судьба и жизнь вообще преподнесла. Вы такой вот человек, который, знаете, я не могу сказать, что вы транжирка. Вы, в принципе, к деньгам очень так, бережно, не бережно. Ну, по крайней мере, не транжировы. Хотя некоторые женщины, я вам скажу, могут считать вас таким вот прижимистым. Просто потому, что, допустим, вы копеечка к копеечке, может быть, считаете всю жизнь. У кого-то это может проигрываться, что вы, допустим, тяжело зарабатываете. Либо был у вас в жизни период, когда безденежье было, и сейчас вы более экономно относитесь к деньгам. Но женщины это могли в вашей жизни расценивать как прижимистость, да? Что вот, ты на меня тратишь недостаточно, ты мне мало денег даешь, ты мне там, допустим, не очень дорогие подарки даришь, либо же мало даришь. Ну, то есть такие претензии могли быть в вашей жизни от женщин. Хотя на самом деле, как я уже сказала, это не от жадности, это не от прижимистости идет, а всего лишь из-за того, что вот вы привыкли вот через ваши какие-то жизненные обстоятельства очень так, рационально относиться к деньгам, не сорить ними, да. Вы человек, я бы сказала, очень такой вот, я не знаю, вот уютный почему-то мне хочется сказать, вот уютный, теплый. Вот знаете, почему-то, я не знаю, даже так пошла информация, что к вам хочется вот забиться под крылышко, вот знаете, как цыпленочек к маме. Вот когда вот есть такой большой мужчина рядом, и хочется вот как под крылышко к нему, да, вот залезть, и вы так, вот своим теплом, да, так укроете. Вот настолько от вас идет, знаете, вот такая вот энергетика уюта, тепла. Вот с вами, я думаю, даже люди чувствуют вот какая-то вот надежность, доброта вот идет, да. Вот там, где вы, там порядок. Там, где вы, там вот должно все по полочкам быть. Возможно, даже вот дома вы, да, у некоторых может проигрываться, что вы жену свою гоняли за беспорядки, да, вот не туда поставила, не туда положила. То есть все должно иметь свое место. Очень вы такой вот человек, педантичный даже в чем-то. Так, личной жизни я пока у вас не вижу как таковой. Хотя вам хочется, вот я вам скажу, вам очень хочется именно семью. Даже у некоторых может проигрываться, что вы даже ребенка хотите. Но вы сейчас, вот после того, что в вашей жизни вот такие не очень приятные события происходили, которые вас закалили, да, вы сейчас очень осторожно подходите к новым отношениям, вообще к новым знакомствам. У некоторых может проигрываться, что вы даже не торопитесь. Да, хотеть я хочу новых отношений, но пока я себя сдерживаю, потому что уже есть негативный опыт, а может быть даже и не один у кого-то из вас. Да, вроде бы и хочу новые отношения, но я побаиваюсь, а вдруг снова мне сделают больно, да? Понимаете, вот эти вот моменты, которые вас могут приостанавливать. Да, вы умеете знакомиться с женщинами, да, вы знаете, как себя вести, да, вы, в принципе, в отношениях вы умеете все. У вас очень богатый опыт есть, жизненный, и опыт в отношениях. Но, тем не менее, вот эти вот ваши опасения, они немного стопорят вас, они не дают вам продвигаться.
Далее, теперь смотрим, какая же дама пришла к нам на расклад, которая о чем-то умалчивает. Так. Это, скорее всего, женщина, с которой вы сейчас вот либо вообще не общаетесь, либо же очень мало и очень редко. Она, вот почему-то мне хочется сказать, что это ваша головная боль, эта женщина. Либо же сейчас это ваша головная боль, либо это в прошлом была ваша головная боль. Может проигрываться, что у вас был ребенок с ней, либо вы планировали ребенка. Но я так подозреваю, конечно, это женщина из прошлого, скорее всего. Либо вот если вы сейчас живете, да, ну вот в стадии развода, что вот-вот разойдетесь, да, может также быть. Ну, то есть головная боль однозначно. Человек, который вам причинил много обид, много страданий, да. Хотя вы мечтали совсем о другом. Вот вы мечтали совсем о другой жизни с этой женщиной, либо же о других отношениях. Вы вообще очень мечтательный человек, я вам скажу. Ну, несмотря даже на то, что вы мужчина. Вы такой вот... И, кстати, вы колкий на язычок. Может еще такое проигрываться. Вы умеете дать отпор. Вы все умеете в своей жизни и отстоять. Да, кстати, вот это тоже вас закалило. Вот жизнь, что вы стали колкий на язык. Вы можете отшить там, где вы раньше могли где-то смолчать, на что-то закрыть глаза, да. Сейчас вы можете отбрить просто на раз-два. Вот у вас такая вот школа произошла, школа отношений. Школа, как себя не нужно вести. Но женщина вот к нам пришла, это ваша головная боль однозначно. Давайте-ка посмотрим, о чем же она молчит, может быть, о чем-то утаивает. Так. Ой, какая она манипуляторша. Знаете, вот она мне сейчас вот рассказывает через расклад, да, вот, вернее, высшие силы говорят об этой женщине. Вот она настолько умеет людьми манипулировать, что многие даже не замечают, что ними управляют. Вот она настолько вот в чем-то даже мудрая, я вам скажу, женщина. Вы тоже, я думаю, далеко не все знаете, и далеко не все моменты вы знаете, когда она вами манипулировала. Потому что умные женщины, которые очень хорошо этим занимаются, манипуляциями, они умеют настолько тонко все так обставить, обкрутить. Они умеют сказать определенную фразу, да, потому что нужно знать, что, когда сказать, кому сказать, что сделать, где-то притвориться больной, уставшей, да. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Она настолько умело это всегда делает по жизни, она ас просто. Но вот она сейчас молчит, знаете о чем? Она молчит о том, что ей плохо. Ей очень и очень плохо. Почему ей плохо? Да, посмотрите. А ей плохо-то без вас. Вот что самое интересное. С вами вот у нее была абсолютно другая жизнь. У нее и деньги были, у нее были подарки. Она имела и заботу, и внимание. Она все имела. Любовь. Главное, мужчину, который ее любил, кружил и все хотелки удовлетворял, да? Сейчас она, в принципе, получила по справедливости. Вот такой некий бумеранг ей отлетел. Я всегда говорю, бумеранг рано или поздно он посещает любого. И вот она, знаете, вот она никогда не признается вам, что ей плохо. Вот без вас ей реально плохо. Я не говорю, что она именно за вами скучает, тоскует, но она вот как будто бы осознала, что именно с вами она по-настоящему жила. Вот именно с вами она чувствовала себя любимой, она чувствовала себя нужной. Сейчас вот она вся в страданиях. Она вот в страданиях, она не знает, что ей делать. Она чувствует себя ненужной. И она, опять же, получила, вот у нас карта справедливости, она получила все по заслугам, за что боролась, на то и напоролась. Так, почему же она так распереживалась, да, почему, что у нее прям душа кричит? Она, знаете, она полна страхов.
она полна комплексов, она никогда также в этом не признается. Вот она жила с вами, вот это ее какая-то, может быть, бравада, вынос мозга, да, вот скандальность, это была ее вот, ну, защитная реакция. Это было для того, чтобы возвыситься как бы выше вас. Она самоутверждалась за ваш счет. Вот у некоторых, кстати, из вас может проигрываться, что женщина, вот, которая вот вышла в расклад, да, но я так думаю, это ваша женщина из прошлого. Может еще проигрываться, что она так себя ведет, потому что вот в детстве родители, там мать, может быть, либо и мать, и отец гнобили ее, да, унижали, я не знаю, там какое-то было рукоприкладство, может быть, было в семье. То есть она к этому привыкла. Она к этому привыкла, но с другой стороны, это ей было больно, да, вот это было больно, она бы не хотела, чтобы к ней так относились. Поэтому она как бы поменялась местами, да, вот. Она, вот знаете, есть такое выражение: лучше гнать, чем быть гонимым, то есть на опережение. Вот она старается по жизни возвышаться над людьми, чтобы, не дай бог, ее никто не унизил. Лучше она сначала унизит кого-то, но только бы не ее, потому что она, либо же она в прошлом этого наелась, да, либо это было с родителями, либо же могло проигрываться это в прежних отношениях, еще до вас, когда мужчина ее унижал, оскорблял, там, да, она этого вдоволь наелась, а вы теперь уже, ну, как бы попались ей под руки, она на вас уже, ну, чисто отыгрывается, понимаете? То есть это дама, которая по жизни самоутверждается за счет других, которая манипулирует другими, которая переполнена в то же время страхами и комплексами, но она об этом, я думаю, она никогда никому, и тем более вам, она не признается. У нее очень много комплексов. Какие комплексы? Да, вот видите, именно вот маска, посмотрите, очень четко. Вот это вранье, вот это маска, это все, ну, скорее всего, вот идет либо же из-за семьи, да, вот из семьи, из отношений каких-то, да, либо же родительские отношения, это либо ее прежние отношения до вас. Вот это ее и вогнало в комплексы, да, и после этого она стала врать. Она уже завралась до такой степени, что она уже сама запуталась в своем вранье. Потому она и превратилась в такую суперманипуляторшу. Но опять же, вот она вам не скажет этого, что ей плохо. Ей реально плохо, и она понимает, что вот именно тот период, когда был с вами, это был такой, ну, самый счастливый период в ее жизни. И только сейчас она понимает это. Она это не оценила, но в принципе я не вижу, чтобы она что-то делала, чтобы вернуться назад. Вот, ну, как бы она считает, что все, назад дороги нет, да, ей плохо. Ей плохо вот именно в тот период, в котором она сейчас находится. Ей некомфортно одной. Я не вижу у нее счастья в личной жизни, абсолютно. Может быть, там и есть какие-то одноразовые, либо же короткие отношения, но я абсолютно не вижу любви, стабильности и тех отношений, которые были именно с вами. Потому ей плохо, потому она никогда не скажет, что ей плохо. Потому что, ну, как бы на людях она должна быть на высоте, да. На людях она может быть королевишна, хотя душа болит, а сердце плачет. Вот ей остается быть одной. Она не умеет с мужчинами быть. Вот я вам скажу, она не умеет строить отношения. Либо же это из детства идет, что ее как-то вот мама с папой не научили, как себя вести в отношениях. Но вот не умеет. Вот она постоянно как-то то злюку включает, то начинает мозг выносить. Ну вот не научили ее, она не умеет. Поэтому она людьми манипулирует. Она это делает как бы свысока, да, чтобы быть всегда на высоте, чтобы, не дай бог, ее никто не унизил, она идет на опережение. Вот так как-то и живет, да, с болью в сердце, с болью в душе, но на людях она королева. Да, она ночами может плакать в подушку. Она может переживать, страдать, да, что у нее не складывается личная жизнь. Но, тем не менее, она ничего не изменит. Она вот так вот и будет прозябать.
Вот так вот в одиночестве никому не нужной. Я даже не вижу особо, что она детям нужна. Но еще если там маленькие дети, да, то как мама она еще более-менее там. Но если дети вырастут, я не вижу вот, что она кому-то вообще нужна. Вот она четко в одиночестве идет. Она остается в одиночестве со своими какими-то вот негативными мыслями. Ну что ж, вот так, как-то так. Она молчит, конечно, она молчит, и это ее такая вот своего рода тайна, наверное, которая она, я думаю, даже с подругами не делится. Это просто вот у нее, знаете, вот на сердце, в душе, что ли, зима и гололед. Ну и, конечно же, ностальгия за тем периодом, который был у нее с вами. Что имеем, не храним, потерявши плачем, да? Очень часто так бывает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!